Лолита Милявская – эффектная и привлекательная женщина, обладающая большой харизмой. Знаменита как российская эстрадная певица и телеведущая. Из биографии певицы известно, что она имела в своей жизни все, о чем можно только мечтать. Широкую популярность и известность, выдающихся мужей, большое количество поклонников, но не обошлось и без соблазнов, взлетов и падений. Но перед тем, как мы начнем, подписывайтесь на наш канал и запостите видео в соцсетях. А далее мы расскажем, как живет Лолита Милявская и сколько она зарабатывает. Лолита Горелик Милявская появилась на свет 14 ноября 1963 года в прекрасном городе Мукачево, Украины. Будущая певица выросла в творческой семье, где отец Марк был эстрадным актером и продюсером, а мать Алла – певица знаменитой группы джаз-бенд «Мари». По окончанию школы Милявская загорелась желанием стать певицей. Тогда мать устраивает девушку в свой коллектив. Но по воле судеб Лолита в 1974 году случайно знакомится с Ириной Понаровской, известной певицей из группы «Поющие гитары». Ирину восхитил талант будущей певицы, и она пригласила ее работать к себе на бэк-вокал. Именно благодаря знаменитой певице Ирине Понаровской началась музыкальная карьера Лолиты. Лолита Милявская никогда не прятала свою личную жизнь от журналистов, а напротив очень активно делилась подробностями со своими поклонниками. Первый брак был для нее несерьезный, как она сама считает. С первым супругом Александром Беляевым Лолита познакомилась, когда училась в университете. Оба имели взрывной характер, поэтому спустя год совместной жизни пара рассталась. В 1986 году, переехав в Москву, певица познакомилась с Виталием Милявским, и буквально через пару месяцев пара обручилась. Брак распался так же быстро, как и начался. Позже выяснилось, что это был лишь фиктивный брак. Лолите требовалось жилье и прописка. Невзирая на это, певица все же оставила фамилию мужа и продолжила свой жизненный путь как Лолита Милявская. Третьим мужем певицы стал Александр Цикало, который также был коллегой по кабаре-дуэту «Академия». Супруги наслаждались своей счастливой жизнью аж 12 лет. Расставание с мужем для нее стало настоящей трагедией. Она получила большой шок, впала в депрессию и даже некоторое время проводила лечение в психиатрическом учреждении. Через время певица все-таки взяла себя в руки и продолжила свою карьеру. Александр Цикало принял дочь Лолиты и дал ей свою фамилию, несмотря на то, что девочка была рождена от другого мужчины. После тяжелого расставания Лолита долгое время находилась в свободном статусе, не впуская в свое сердце никого. Спустя время знакомство с бизнесменом Александром Зарубиным изменило все. В 2004 году пара зарегистрировала свой брак и сыграла свадьбу. В этом браке Милявская чувствовала себя как за каменной стеной. Супруги мечтали о ребенке, но, к сожалению, певица на 4-м месяце беременности потеряла ребенка. Эта трагедия повлияла на отношения пары, и они решили расстаться. Пятым супругом Милявской оказался Дмитрий Иванов, тренер фитнеса и тенниса. Между супругами была разность в возрасте 12 лет. Брак супругов продлился 9 лет, после они развелись. Стало известно, что именно Дмитрий Иванов подал заявление в суд в связи с расторжением брака. По словам Лолиты, причинами развода стали регулярные измены мужа. Дочери Милявской в этом году исполнилось 20 лет. Воспитанием девочки занималась бабушка, так как певица постоянно была в разъездах и занималась своей карьерой. На данный момент Ева обучается в Варшавском университете на филологическом факультете. В настоящее время Лолита целиком и полностью погрузилась в работу. Она не собирается начинать новые отношения и заниматься поисками второй половинки. В одном из интервью она заявила, что хочет уделять время себе любимой, своей карьере и дочери. Женщина призналась, что злоупотребляла не только алкоголем, но и наркотиками. Однажды ей предложили попробовать, и она не стала отказываться. Вскоре появились и другие люди, которые снабжали ее запрещенными препаратами. Но однажды она серьезно испугалась насчет своего состояния здоровья. Наркотики едва не лишили ее жизни. Уже давно Лолиту считают женщиной без комплексов, потому что она привыкла открыто выражать свои мысли. В 2017 году в Баку проходил фестиваль «Жара», и певица вышла на сцену в прозрачном костюме. Это вызвало бурное обсуждение в сети. Как, зачем, почему? Костюм, кстати, окрестили как наряд лягушки. Обычно наши звезды не любят светить гонорары, но здесь ситуация другая.
На шоу Леры Кудрявцевой звезда призналась, что минимальный гонорар за выступление – $20 тысяч. В начале карьеры девушка не зарабатывала и $500 тысяч в год, но уже с 2013 года ежегодно увеличивала состояние на $1,5 миллиона. Но сейчас ее доходы сильно упали. Она не попала в топ-15 высокооплачиваемых знаменитостей России, заработав около $700 тысяч. При этом общее финансовое состояние Лолиты Милявской держится в секрете, хотя ходят слухи, что оно превышает $10 миллионов, если учитывать все недвижимости и движимости. За каждое выступление артистка повышает свое состояние минимум на $40 тысяч. В принципе, неплохая цена, но этих выступлений может не набраться и десятка за год. В интервью Лолита призналась, что получает пенсию в размере 21 тысячи рублей. Звезда была приятно удивлена, ведь она ожидала выплаты минимум в 2-3 раза меньше. Лолита также выпускает свою собственную коллекцию сумок «Я все сделала сама». Стоимость товара начинается от 3000 рублей. Такой бизнес увеличивает состояние певицы примерно на 100-200 тысяч долларов в год. Сейчас артистка живет в квартире в Басманском переулке Москвы. Она была куплена еще в 2000 году за 88 миллионов рублей. Площадь жилища составляет 410 квадратных метров. Отдельное внимание уделено декору. Столешница на кухне сделана из мрамора, как и фартуки на стенах, а текстиль и декор подобраны со вкусом. В элитном поселке Дорохово находится дача певицы. Домик перешел во владение Лолиты после развода с Александром Цекало. Здесь она выращивает овощи и цветы. По состоянию на 2020 год стоимость жилища 2 миллиона. Есть у нее и недвижимость за границей, особняк в Болгарии. На территории помимо дома расположена сауна, беседка и место для барбекю. В 2018 году певица сообщила, что хочет как-нибудь заняться и здесь земледелием. Участок есть, осталось выкроить время. В 2001 году Лолита купила Toyota Land Cruiser Prado, которая до сих пор стоит в ее гараже. Сейчас машина стоит более $40 тысяч. Чтобы все вокруг знали, что едет царица всей эстрады, номерной знак машины – Лолита. В 2004 году друзья Александра Зарубина подарили ей на свадьбу новенький Maserati Spider, который певица заприметила несколькими месяцами ранее. В те годы такая красавица стоила около 11 миллионов рублей, поэтому Лолита попала в список знаменитостей с самыми дорогими авто. В 2005 году Александр Зарубин предоставил своей супруге в личное владение самолет, который был необходим для ее служебных поездок. Лолита самолет использовала только для гастрольных туров. О том, лишил ли ее муж самолета после развода, умалчивается. В интервью Лолита также поведала и о своих расходах. Она рассказала, что в октябре 2019 года потратила $100 тысяч. Из них 80 тысяч ушло на съемку сразу 2 клипов, а об остальных 20 певица решила тактично умолчать. Ну а если вам понравилось видео и вы еще не подписались, то подписывайтесь прямо сейчас и запостите видео в соцсетях. В следующих выпусках будет много интересного. До скорых встреч!